Дорогие друзья, уважаемые подписчики, зрители моего канала и все, кто продолжает следить за делом Вячеслава Зинченко. Здравствуйте. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 24 марта 2026 года. Сразу после судебного заседания в Шевченковском районном суде Львова по делу номер 466 12 967 24 я записываю этот видеоразбор. Тема острая и показательная. Голодовка Зинченко из-за шведской стенки. Кто на самом деле разворовывает донаты группы Мусихиной? Это будет полный юридический анализ схемы с участием Мусихиной, Зинченко, его матери Елены и сотрудников Львовского СИЗО. Я приведу факты, ссылки на нормы закона и жестко оценю действия всех участников. Это будет не эмоции, это юридический разбор, потому что сегодняшняя ситуация в суде раскрывает то, о чем я предупреждал уже давно. Когда группы поддержки начинают работать не ради правосудия, а ради денег, рано или поздно всплывают схемы, где донаторы оказываются в дураках. Давайте по порядку и без купюр. Сегодня в зале суда Вячеслав Зинченко публично заявил о том, что он объявлял голодовку. Причина – это история со шведской стенкой, с кольцами и канатом, которую якобы закупила группа поддержки Татьяны Мусихиной на деньги донаторов. Стенка была приобретена якобы для Вячеслава, чтобы он мог тренироваться во время прогулок в СИЗО. Зинченко якобы просил установить ее во дворе, чтобы ею могли пользоваться все заключенные. 17 марта 2026 года ответственный по финансовой части СИЗО на просьбу вернуть стенку донаторам ответил: она находится не на складе, а в нужном месте. Зинченко объявил голодовку и потребовал вернуть имущество. Администрация пообещала вернуть стенку на склад до сегодняшнего дня, 24 марта. Но сегодня, 24 марта, тот же ответственный заявил: ничего возвращать никто не будет. Зинченко в суде заявил буквально следующее. Он считает это неуважением к своим донаторам, а ему на все это наплевать, поэтому он протестует. При этом он специально подчеркнул, что претензий к начальнику СИЗО лично не имеет. Друзья, давайте теперь разберем эту ситуацию юридически и по существу. Первое. Покупка шведской стенки изначально была абсурдной и, скорее всего, умышленной. Согласно правилам внутреннего распорядка следственных изоляторов, приказ Минюста Украины, установка любых стационарных спортивных конструкций во дворах для прогулок заключенных категорически запрещена. Это не разрешается ни по технике безопасности, ни по режимным требованиям.
стенка не могла быть установлена и использована Зинченко или кем-либо еще. Группа Мусихиной, закупая это имущество, либо проявила грубейшую халатность, не согласовав покупку с руководством СИЗО заранее, либо действовала умышленно, зная, что вещь не будет использована. Второе. Когда Зинченко потребовал вернуть стенку донаторам, оказалось, что имущество исчезло. По закону начальник СИЗО и ответственный по финансовой части несут персональную, материальную и дисциплинарную ответственность за сохранность любого имущества, переданного в учреждение. Статьи 134-136 Закона о предварительном заключении. Правила внутреннего распорядка. Исчезновение стенки – это не потерялось. Это либо халатность в особо грубой форме, либо прямое хищение. Третье и самое важное. Зинченко в суде заявил, что претензий к начальнику СИЗО не имеет. И это уже не просто странно. Это выглядит как сознательное прикрытие. Человек объявляет голодовку, якобы из-за неуважения к донаторам, но при этом защищает тех самых сотрудников СИЗО, которые допустили исчезновение имущества, купленного на его же донаты. Картина вырисовывается очень некрасивая. Это выглядит как классическая схема разворовывания донатов. Первое. Группа Мусихиной закупает заведомо неподходящее, ненужное и запрещенное к установке имущество на деньги людей, которые верят, что помогают Зинченко. Второе. Имущество передается в СИЗО, но на деле не используется и быстро исчезает. Третье. Деньги за него никто не возвращает донаторам. Четвертое. Зинченко и его мать Елена, которые, судя по всему, были в курсе закупки, публично не требуют реального возврата средств и даже защищают администрацию СИЗО. Таким образом, в схеме, по всей вероятности, участвует Татьяна Мусихина, как организатор закупки без согласования, Вячеслав Зинченко, как человек, который знал о покупке, требовал установку и теперь отказывается предъявить претензии к СИЗО. Мама Елена, как близкий родственник, который, скорее всего, тоже участвовал в координации. Отдельные сотрудники Львовского СИЗО, которые приняли имущество, потеряли его и теперь отказываются возвращать. Деньги донаторов в итоге присваиваются неизвестными лицами, а вся группа поддержки продолжает собирать новые пожертвования под лозунгами «Помогите Зинченко». Я это говорю жестко, потому что это уже не просто некомпетентность, это системное обманывание людей, которые из добрых побуждений переводят деньги. Мусихина и ее команда
Либо полная халатность, закупили то, что нельзя использовать, не проверив правила СИЗО, либо прямой умысел создать видимость активной помощи, потратить деньги и потом списать все на администрацию. В любом случае это недобросовестное распоряжение чужими средствами. Сотрудники СИЗО. Грубейшее нарушение должностных обязанностей. Начальник СИЗО несет полную ответственность. Отказ возвращать имущество после данного обещания – это уже не халатность, а возможный состав преступления. Статья 364 Уголовного кодекса Украины «Злоупотребление властью или служебным положением». Зинченко и его мать Елена своим молчанием и отказом предъявить претензии, они фактически становятся соучастниками схемы. Человек, который якобы голодает из-за неуважения к донаторам, на деле покрывает тех, кто эти донаты разворовал. Это уже не протест, это театральное представление для публики. Друзья, именно об этом я говорил в предыдущем своем видео о конфликте с группами Ланы и Мусихиной. Я предупреждал, когда группы поддержки ставят донаты выше правосудия, рано или поздно начинаются такие схемы. Сегодня мы получили яркое подтверждение. Я не обвиняю голословно, я констатирую факты, которые прозвучали сегодня в открытом судебном заседании из уст самого Зинченко. Что делать дальше? Первое. Донаторы имеют полное право требовать от группы Мусихиной полный отчет, где именно были потрачены деньги на стенку, кто принимал решение о закупке, почему не было предварительного согласования с СИЗО и куда исчезло имущество. Второе. Администрация СИЗО обязана в течение суток дать официальное объяснение и либо вернуть стенку, либо компенсировать ее стоимость из собственных средств. Третье. Если этого не произойдет, я готов подготовить коллективную жалобу от донаторов в Минюст, прокуратуру и Государственную пенитенциарную службу. Я остаюсь на своей позиции. Я за правосудие, за прозрачность и за то, чтобы каждая копейка доната шла на реальную помощь, а не на схемы. Я обращаюсь лично к Татьяне Мусихиной, к Вячеславу Зинченко, к его матери Елене и ко всем, кто переводил деньги на эту стенку. Опубликуйте полный отчет по этой закупке прямо сейчас. Покажите чеки, акты приема передачи, переписку с СИЗО. Если все чисто, вам нечего бояться. Если нет, тогда честно скажите людям, куда ушли их деньги. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете об этой истории. Если вы донатили группе Мусихиной, особенно важно ваше мнение. Если видео было полезным, ставьте лайк, делитесь, подписывайтесь. Поддержать мой канал и независимый юридический анализ можно по реквизитам в описании. Приват, Монобанк, Фибанк. Каждый донат идет только на работу по делу и на новые разборы.
правда и прозрачность – это единственный способ защитить настоящих донаторов. С вами был юрист Валерий Табаков. До следующего видео. Держимся и требуем отчетов. До свидания.